Привет, дорогие друзья! Сегодня делаю очень быстрый маленький шоколадный тортик. И на столе вы видите все, что нам понадобится для приготовления. В одну мисочку все сухое, в другую мисочку все влажное. И начали. В просеянную муку добавляем чайную ложку разрыхлителя. На кончике ножа и кончике ложки добавляем чистый ванилин. Добавляем сахар. И добавляем какао. Теперь приступим к жидким ингредиентам. В другую мисочку добавляем 2 яйца, молоко любой жирности и растительное масло 6 чайных ложек. Жидкие ингредиенты перемешиваем погруженным блендером. И перемешанные жидкие ингредиенты постепенно добавляем в сухие и размешиваем ложечкой. Добавляем жидкие ингредиенты, а затем просто перемешаем ложечкой, а потом уже погруженным блендером. Тесто получилось вязкое, я его переложила в силиконовую формочку. Формочка не должна быть большая, потому что тортик в принципе маленький. И ставим разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Формочка с тортиком у меня стоит на средней полочке. Верх-низ конвекция, 180 градусов и 20 минут готовки. Тортик испекся. Я, правда, добавляла еще 10 минут, то есть в общей сложности 30 минут он у меня выпекался. Горячий режем на 3 части. Верхнюю часть отрезаем совсем маленькую, чтобы ее потом, эту верхнюю часть, покрошить этот коржик на мелкие кусочки. Пока он стынет, можно сделать крем. Можно любой. Можно сделать сметанный, можно заварной. Я для своего тортика буду делать заварной крем. На столе все, что понадобится для приготовления: 2 стакана молока, яйцо, крахмал, ванилин и 100 грамм сливочного растопленного масла. В кастрюльку выливаем молоко. Ждем, пока молоко чуть нагреется, а потом вводим крахмал с яйцом. Ввели яйцо с крахмалом в молоко, чуть помешиваем, чтобы все это хорошо растворялось. И добавляем 3 столовые ложки сахара и ванилин на кончике ножа. Так, теперь 3 столовые ложки сахара. Все это дело не доводим до кипения, а ждем просто таких пузыречков. Как пузыречки стали появляться, сразу выключаем наш крем. Крем переложили остывать в миску удобную, чтобы потом можно было крем взбить. И после того, как чуть остынет крем, добавить сливочное масло и взбить блендером. Пока будущий крем остывает, желатин 15 грамм заливаем водичкой, даем ему настояться, а потом растворяем импульсно в микроволновке. Желатин растворили, но не довели до кипения, и выливаем его в наш будущий крем. Перемешиваем просто аккуратно ложечкой и даем остыть полностью. Крем немножко остыл, начинаем собирать наш тортик. Тепленьким кремом сначала пропитываем нижний корж, потом даем еще крему остыть, и уже остальное будем завершать при полном остывании крема. Маленький тортик я собрала. Сверху у меня крошка, как вы понимаете, и все это залито охлажденным кремом. Сейчас сверху потру конфетку и оставлю пропитываться на ночь. В общей сложности на приготовление тортика, ну, правда, без учета остывания там крема, ушел ровно час. За ночь тортик пропитался. Такой вот он интересный. Очень легко режется, мягкий. Вот такой вот тортик получился, очень интересный. Так, давайте ложечкой. Ложечкой смотрим, все очень мягко. Как видите, без всяких усилий. И очень вкусный. Маленький вкусный тортик. А теперь всем пока-пока. Приятного аппетита.